Всемогущий Алиэкспресс. На носу пресловутая черная пятница, я уже активно собираю корзину. И сегодня хочу вам показать, что я уже заказывала для кухни на этом сайте. Вы на канале Жизнь вкусная. Как вы могли заметить, сегодня я в новой локации и снимаю видео нового для себя формата, поэтому волнуюсь. Попрошу вас поставить мне лайк, написать комментарий, покупаете ли вы что-нибудь на Алиэкспресс, что вы уже покупали, что планируете купить. Мне будет очень приятно, я буду вам очень благодарна за эту поддержку. Знаю, что многим очень нравятся видео с обзорами покупок с Алиэкспресс, я и сама люблю смотреть такие вот видео, поэтому, когда я задумала его снять, я начала собирать по квартире все то, что вот купила за последние, наверное, года 3-4 на этом сайте. Оказалось, что такого вот добра у меня насобиралось уже очень много, поэтому я его постаралась разделить на такие вот небольшие логичные группы, для того, чтобы видео получилось не слишком длинным, поэтому выйдет целых 4 части этого видео. Да-да, я накупила очень много всякого хлама и не очень хлама. Теперь главное не забыть, что у меня где лежало, потому что все обычно лежит не в одном каком-то месте, а по разным уголкам дома. И все потом разложить по местам, не забыть, где что лежало. Потому что сейчас вот эта комната, в которой я нахожусь, похожа на склад какого-то магазина. На Алиэкспресс я покупала, конечно же, не только товары для кухни, но я считаю, что приплетать сюда какие-то сумочки, купальники не очень-то и логично. Поэтому сосредоточусь именно на тематике этого канала. Что ж, стартуем с части, в которую я собрала все самое громоздкое, разнообразные формы для выпечки. Вот это вот бокс, в котором я храню какие-то вещи, которые я использую не очень часто. Он у меня стоит в гардеробке и занимает очень компактное место. Все очень удобно и сразу видно, что где лежит. Поэтому прозрачные боксы — это прям очень классная штука. Первое, о чем я расскажу и чем очень активно пользуюсь, это хранится у меня в моей духовке. Это рамки для выпечки. У меня есть прямоугольная и круглая. Круглая рамка для выпечки имеет высоту, по-моему, 10 или 11 сантиметров и может давать минимальный диаметр в 16 сантиметров, то есть совсем вот такая вот компактненькая выпечка. И раскрываться до диаметра в 30 сантиметров. Тридцатка я, по-моему, никогда не пользовалась, а вот очень маленькие диаметры — это всегда в цене. Вот, 28 и 30. Посмотрите, какой большой круг. То есть здесь можно испечь прям такой нормального размера торт. Более того, при помощи этой одной формы можно испечь многоярусные торты с разными диаметрами, это очень удобно. Мне не очень нравится, как здесь фиксирует такая передвижная штучка, фиксирует вот этот вот край, поэтому дополнительно я фиксирую этот край при помощи обычных канцелярских биндеров. Бац! И все очень классно держится. Кроме того, в этом же кольце я всегда собирала муссовые торты, когда пекла на заказ, и это было очень удобно. Прямоугольная рамка, ею я пользуюсь тоже довольно-таки часто, она имеет высоту, по-моему, где-то вот 4 сантиметра, такой очень универсальный вариант, тоже она раскладывается, то есть если по умолчанию она имеет вот такой размер. В комплект входит разделитель, можно, например, использовать 2 рецепта и печь 2 каких-то вида теста одновременно. Я также фиксирую рамку биндерами на том размере, который мне удобен. И вот до такого размера она раскладывается. Посмотрите. Это даже больше, чем стандартный противень стандартной духовки домашней. Мою и круглую рамку, и вот эту вот прямоугольную рамку я в посудомоечной машине, все прекрасно отмывается, намного удобнее, чем если мыть это все дело вручную. Я вообще люблю все мыть в посудомоечной машине. Скажем так, я из тех людей, кто считает, что лучше какие-то вещи чуть раньше ухайдохать, но сэкономить свое время и силы, чем заморачиваться долгим отдраиванием каких-то форм. Итак, следующее, что я вам хочу показать, это формы для тарталеток. Когда пекла на заказ, очень активно ими пользовалась, потому что они очень элегантные, очень мне нравятся. Такие вот они невысокие, они высотой приблизительно, я думаю, 2,5 сантиметра высота. И диаметр донышка 7 сантиметров. Я всегда вырезала круг из теста, аккуратно его укладывала. После выпечки края немного зачищала, и получалась очень изысканная, элегантная тарталетка. Любая начинка, любое песочное тесто, все просто замечательно. Что мне в них не нравится? Они очень тонкие. То есть я когда их покупала и когда я их только получила, мне казалось, что они будут очень даже
ну не то что плохо проводить тепло, мне даже казалось, что они будут деформироваться в процессе выпечки. Но, как показала практика, все в них отлично, я ими очень довольна и буду пользоваться, аж пока они ну, совершенно не придут в негодность. Переходим к следующему. Такая форма у меня одна, это форма для расстойки хлеба. Ее можно ничем не застилать, просто хорошо присыпать мукой, это ротанг, если я не ошибаюсь. Классная форма, я ее активно использую. Мне очень нравится потом, какие красивые получаются рисунки на хлебе, вот в виде таких вот полос. Очень классно смотрится на ржаном хлебе, да в принципе на любом хлебе, это очень удобно. Хлеб расстоялся, аккуратно перевернул его на противень на раскаленный, сделал надрез и отправил выпекаться. Следующее, это, кстати, по-моему, последнее, что я себе покупала, какая-то из последних покупок, две вот такие вот решетки для остывания готовых изделий. Очень удобно, потому что когда много печешь, негде это все дело оставлять, складывать, чтобы это быстро остывало. Когда перекладываешь на вот такую вот решетку, изделие хорошо проветривается воздухом и очень быстро остывает. Что мне не нравится, скажем так, я ими полностью довольна, но что мне не нравится, они, как в принципе и предполагается, довольно скользкие, и они немного неровные, они слегка вот как будто изогнутые вот так вот. И у меня бывало такое, что я ложила на них песочное печенье, брала, чтобы переставить его с одной поверхности рабочей на другую рабочую поверхность, и печенье соскальзывало и разбивалось. Поэтому вот это вот мне в них не нравится. Я, конечно, не пробовала их равнять, но, наверное, стоит над этим задуматься, чтобы сделать все аккуратненько. Но вот такую вот штуку я рекомендую иметь прям вот всем, кто любит часто печь. Очень классная. Дальше перейдем к силикону. Я вам скажу откровенно, что я силиконовые формы не очень люблю, я их покупала много, использую время от времени, когда это необходимо, но в целом, если есть возможность купить металлическую форму, то я буду пользоваться металлической формой. Первое, что у меня появилось, наверное, еще очень-очень давно, это силиконовый коврик. Но вот силиконовый такой именно классический китайский алиэкспрессный. Мне он не зашел тем, что он во время выпечки деформируется, даже если это какая-то не очень высокая температура в 150-160 градусов, он начинает как-то так себя непонятно вести, и он издает запах. Поэтому его, наверное, надо выбросить. Но вот так как он у меня лежал в этом боксе, в котором у меня лежат редко используемые вещи, то до сих пор я его не выбросила. Наверное, пора это сделать, раз я устроила такой большой шмон. Следующая силиконовая формочка, это не для выпечки, это форма для конфет. Ею я пользовалась не сколько для приготовления конфет, я в нее заливала какое-то желе, какие-то мармеладки, и получалось очень компактно, очень интересно. Я часто использовала мармелад и желе в такой форме для декора каких-то тортов, для декора каких-то десертов. Сейчас я эту форму не применяю, наверное, кому-нибудь отдам. Дальше у меня идут порционные силиконовые формочки для всякой выпечки. Вот эти вот для каннеле. Очень хотела эту формочку, очень она мне нравится. Использую не очень часто, но она очень удобная, и изделия получаются очень милыми по форме. Ну, помимо классических каннелек, которые можно в ней делать, в ней можно делать бурфи, можно в ней делать какие-то порционные виды желе. Очень красиво, элегантно смотрится. Она очень такая, мне безумно нравится. Довольно мягкая, но форму держит хорошо. Для каннеле, кстати, я бы все-таки приобрела металлическую форму. Следующие формы тоже порционные. Вот есть у меня, кстати, есть такие вот сердечки. Эта форма изо всех форм самая-самая тонкая, поэтому в ней я особо вообще стараюсь не печь. Как-то мне не очень нравится, какая она такая прям податливая-податливая. И она тоже пахнет во время выпечки, несмотря на то, что температура может быть не очень высокой. Еще две формы с сердечками. Желтая и красненькая. Я ее когда-то покупала очень стремительно, потому что готовилась к Дню Святого Валентина и пекла на заказ ромовые бабы, как раз таки вот в форме этих сердечек. Это было очень мило, очень здорово. Мне эта форма очень нравится, она мне попалась, ну, скажем так, каждый раз, когда заказываешь силиконовые формы у разных продавцов на Алиэкспресс, никогда не знаешь, какие они придут по качеству, потому что вот у кого-то приходят такие тонкие, как предыдущая форма, а вот эта вот форма пришла очень классная. Она очень плотная, и поэтому в ней можно даже печь какие-то нежные, мягкие порционные творожные запеканки. Они не будут деформироваться, и потом будет очень просто их оттуда извлечь. И вот еще у меня есть тоже такая форма. Точнее, это была одна большая форма, пока я ее не разрезала напополам. Дело в том, что я просто чаще использую какие-то небольшие порции,
Поэтому мне удобнее, когда на планшете их 6 штучек, а не когда их вот целых 12. Эта форма тоже очень плотная по фактуре, такая же вот как предыдущие сердечки. И есть у меня силиконовая еще одна форма, это вот такая вот квадратная форма. На самом деле я ею перестала пользоваться с тех пор, как у меня появилась вот эта металлическая рамка, потому что в силиконовой форме бывает такое, что в ней что-то деформируется, несмотря на то, что у нее есть такие вот ребра жесткости, и она не очень высокая, но все равно в ней как-то все довольно сильно ходит. Поэтому если у меня есть выбор использовать эту форму или рамку, то я, конечно же, буду пользоваться рамкой. Поэтому эту форму, наверное, тоже кому-нибудь придарю, так как лежит без дела. Кстати, чуть не забыла, в эту форму я очень часто выливала, когда готовила мармелад. Вот как раз для мармеладов, для каких-то таких вот застывающих прослоек мне она нравилась и мне она подходила. Она как раз и невысокая, потому что потом из нее легко что-либо доставать. Кстати, вот все свои силиконовые формы я также мою всегда в посудомойной машине, не замечала никаких деформаций, а это очень удобно, поэтому я себе не отказываю в таком вот удовольствии. Последнее, что я включила в эту группу, оно не совсем здесь логично, но я не смогла включить ее ни в одну другую группу. Это формочки для мороженого. Я их покупала, по-моему, года 2 назад, тогда я прям очень много мороженого готовила, и мне хотелось приобрести формочки именно эскимошного плана. Я приобрела сразу 2 формы у разных продавцов, потому что тоже не угадаешь с качеством, и мне нравились немножко разные формы, поэтому я решила рискнуть и заказала у одного и у второго. Какая-то из них обязательно должна была быть такой, которая мне 100% понравится. Обе формочки на 6 порций, и вот они у меня так хранятся в таком вот пакете, потому что это очень удобно. Эти формочки устанавливаются на вот такой вот поддончик, потом туда отправляется смесь для мороженого, и они вот на этом поддончике отправляются в морозильную камеру. В комплект и к одному, и ко второму набору вот таких вот формочек для мороженого входят вот такие вот держалки, то есть вы готовите мороженое, устанавливаете вот эту держалку, и мороженое замерзает, и потом вы можете просто мороженое это кушать с этой палочки. Что классно, что в обоих вариантах есть вот такие вот отверстия. Зачем они нужны? Когда мороженое замораживается, через это отверстие масса промерзает насквозь, и таким образом отлично держится, и потом мороженое не соскальзывает с этой вот палочки. Такие отверстия есть и тут, и тут. Но в целом я больше люблю использовать простые деревянные палочки, которые я просто покупаю в супермаркете. Я их вставляю, и получается вот прям эскимо классика жанра. Если потом еще окунуть его в какой-нибудь растопленный шоколад или в глазурь гурме, которая с мелко порубленными орешками, то это лучше любого магазинного мороженого. Ну и плюс нет привязки по цвету, так как я активно фотографирую еду, мне не очень нравится яркий какой-то вот цвет пластика, который, как правило, не совсем хорошо вписывается в какую-то композицию, которую ты себе сам придумал. Сейчас я покажу эти формочки поближе, чтобы вы смогли оценить разницу в размере и разницу в форме этого мороженого. Вот оба набора формочек для мороженого рядом. Вы можете рассмотреть хорошо форму и размер порций. Вот эти более маленькие, такие вот элегантные, а вот это такое вот классическое эскимо в шоколаде. Пластик хороший и у тех формочек, мне очень нравится. У этих он чуть более тонкий и гибкий, но я не скажу, что он прям совсем очень мягенький. У этих же пластик прям такой солидный, плотный, добротный. Я надеюсь, что видео такого вот формата вам понравилось. Актуальные ссылки я оставлю в описании к этому видео, на что найду, потому что очень много покупок я совершала уже давно, поэтому постараюсь отыскать как можно больше всего. Ну, а я говорю вам до скорой встречи, приготовим что-нибудь вкусненькое, не забудьте подписаться на мой канал. С вами была Галина Артеменко.